В данном видео посмотрим, как мы можем увеличить размер фото или картинки при помощи сайтов-сервисов на базе искусственного интеллекта. Скоро все будет на базе искусственного интеллекта. На самом деле таких сервисов в интернете сейчас много. Я выбрала некоторые из них, которые, на мой взгляд, заслуживают внимания, справляются со своей функцией достаточно неплохо и имеют бесплатные функции. И первый из таких сайтов называется ClipDrop. Что касается ограничений на данном сайте, мы можем заглянуть во вкладочку «Прайсинг». На самом деле сайт многофункциональный, но нас интересует в данном случае улучшение качества фотографий. И в бесплатной версии он увеличивает картинку в 2 раза и дает возможность в день увеличить 20 штук картинок. И давайте попробуем. Здесь говорится, что мы можем загрузить сразу до 10 файлов, но на самом деле это платная функция, поэтому придется нам загружать по одной картинке. Для экспериментов я подобрала 4 картинки. Один портрет в низком качестве, видно, насколько он пикселизированный. Другой портрет в среднем качестве, вот такой. Фотографию продукта тоже в низком качестве. Можно видеть, насколько размытое изображение. И картинку в мультяшном стиле, сгенерированную нейросетью, тоже в довольно низком качестве. Видно, насколько пикселизировано. Ну, давайте перетащим одну картинку. Дальше нам нужно нажать в бесплатной версии, только в 2 раза можно увеличить. И здесь есть вкладка Smooth сглаживание, более детализированное фото, это тоже платная функция. Ну что ж, нажимаем Upscale и сразу нас просит зарегистрироваться. Я регистрируюсь при помощи Google аккаунта и захожу на данный ресурс. Он обработал мою фотографию, мне остается ее только скачать. Здесь укажу, что это увеличено в 2 раза. Сохранить. Я то же самое проделаю с другими фотографиями, мы потом сравним. Так, смотрим первый портрет, оригинал и то, что получилось. Ну, видим, что пикселизацию он убрал. Но поскольку исходное качество картинки довольно низкое, то и результат, скажем прямо, не очень. Единственное, что он здесь убрал, это пикселизацию и увеличил саму картинку в размерах. Следующий портрет смотрим. Здесь получше получилось. Он, кроме того, что сделал нам более гладкую кожу, видно, что более выразительные глаза. И он еще сделал небольшую цветокоррекцию. Как вы видите, второе изображение в более теплых тонах. В общем-то, неплохо. Мне нравится результат. Картинка чехла. Здесь видно, насколько она размытая в оригинале. Здесь нельзя сказать, что идеально. Стало получше все-таки заметно. Пикселизация ушла. Шумы здесь тоже немного ушли. Ну, в общем, такой результат. И картинка в мультяшном стиле смотрим. Ну, заметно. Здесь пикселизация сильно заметна в оригинале. На обработанной картинке намного лучше. И тут усы тоже заметно лучше стали. И другие детали картинки тоже стали лучше. Ну, это был первый сайт, который мы рассмотрели. Следующий сайт называется PixelCut. Это тоже многофункциональный сайт для работы с изображениями, но в нашем видео мы рассмотрим только увеличение картинок. Относительно ограничений на этом сайте, здесь тоже в бесплатной версии увеличивает только в 2 раза. А что касается количества картинок в день, здесь я ограничений не нашла. На страничке можно ознакомиться с информацией. И для того, чтобы начать работать, просто нажимаем Upscale Image. Сразу нам предлагают загрузить картинку. Перетащим картинку первую. Вот произошла обработка. 4 нам не дает нажать, сразу предлагает платную версию. Скачиваю результат в отдельную папочку, сохраняю. И я то же самое проделаю с другими картинками и потом сравним. Смотрим первый портрет. Ну, результат похожий, так же, как и на первом сайте. Пикселизация ушла, качество поменялось несущественно, просто убрались пиксели и увеличился размер картинки. Второй портрет. Ну, здесь качество видно, что лучше стало. Более гладкая кожа, более выразительные глаза, меньше пикселей. Здесь никакой цветокоррекции не было.
но качество видно, что лучше. Смотрим изображение чехла. Ну, в общем-то, заметно, что результат лучше стал. И мультяшная картинка. Тоже видим, что изображение стало лучше. Не такое пикселизированное. Посмотрим еще на усы. Усы лучше подрисовал. И другие детали изображения. Итак, это был второй сайт. Следующий сайт называется BigJPEG, довольно известный сайт. Здесь уже мы можем увеличить картинку в 4 раза. Ниже есть информация, с которой можно ознакомиться. Ограничение по загружаемым картинкам. Она должна быть не больше, чем 3000 на 3000 пикселей. И для бесплатных аккаунтов не более 5 мегабайт. Для платных пользователей 50 мегабайт. Также здесь сказано, что если вы не зарегистрированы на сайте, то необходимо держать браузер открытым. Если же вы залогинились, то можно закрыть браузер и заниматься своими делами, пока идет обработка. Итак, давайте будем пробовать. Возьмем наши картинки, я попробую даже вместе их все загрузить. И после того, как они сюда подгрузились, нам нужно нажать старт. И здесь есть настройки. Мы должны указать, это у нас фотография или рисованная картинка. От этого зависит результат. Здесь я выбираю фото, выбираю в 4 раза. И здесь удаление шумов. Здесь уже можно экспериментировать с разными фотографиями. Ну вот первая картинка у меня довольно плохого качества. Пусть я возьму медиум, нажму ОК. Следующая фотография. Тоже выберем фото в 4 раза. Здесь я выберу low, нажму ОК. А здесь и здесь идет предупреждение, что бесплатная версия может обрабатывать только 2 картинки одновременно. Хорошо. Готовые картинки скачиваю. И теперь для следующих картинок тоже нажимаю старт. Здесь без изменений. А здесь необходимо указать, что это не фото, а рисованная картинка. Посмотрим. Скачиваю 2 другие картинки. И здесь можно увидеть по количеству пикселей, что они увеличились в 4 раза. Исходная картинка у меня была 499 на 332. В результате получилось 1996 на 1328. И аналогично другие картинки. Видим, что они увеличились в 4 раза. Ну и перейдем к сравнению. Смотрим первый портрет. Как видим, программа поработала нехорошо. Как была пикселизация, так она и осталась. Просто картинка увеличилась в размерах. Смотрим дальше. Второй портрет. Но здесь, по-моему, чуть-чуть, а возможно даже и никаких изменений, просто увеличение размера фотографии. По-моему, качество не улучшилось. И, по-моему, почти то же самое с изображением чехла. Можно сказать, что совсем чуть-чуть улучшилось качество и просто увеличилась картинка. И посмотрим на последнее наше изображение. А вот здесь можем сказать, что программа справилась на отлично. Смотрите, какая четкость. И посмотрим на усы. Здесь вообще никакой пикселизации. Посмотрите, вот какой галстук. Да, то есть можно сказать, что этот сайт очень хорошо работает именно с иллюстрациями, с рисованными изображениями. Идеально. Лучше, чем предыдущие сайты. Будем это иметь в виду. И касаясь темы увеличения качества изображений, нельзя не упомянуть такой интересный сайт, который называется DGB-LOL. Он тоже многофункциональный. Здесь не только увеличение картинок, если вы пролистаете вниз, здесь найдете много интересных функций. У этого сайта есть как свои существенные плюсы, так и минусы. Из плюсов то, что он абсолютно бесплатный, никаких скрытых комиссий и платежей. Конечно же, огромный плюс в том, что он качественно увеличивает картинки. Также его многофункциональность. А из минусов, можно сказать, из-за того, что он бесплатный и такой хороший, у него очень много посетителей, и здесь придется постоять в очереди. Вот здесь сейчас пишет waiting time, время ожидания 18 минут, а вчера я заходила на этот сайт, здесь было время ожидания 55 минут. Все зависит от времени суток и от того, сколько пользователей сейчас на сайте. Здесь еще есть ответы на часто задаваемые вопросы. И здесь можно прочитать более детальную информацию. Из существенного я хочу обратить ваше внимание. Вот здесь есть
сколько DPI будет в окончательной картинке. DPI — это единица измерения. 300 DPI означает то, что эти картинки пригодны для печати на внешних носителях. Это может быть как печать на одежде, так и печать какой-то рекламной продукции. И это очень важно для дизайнеров. Вернемся к нашим инструментам, нажмем AI Image Upscaler и загрузим наши файлы. Здесь также говорится о том, что можно одновременно загружать 25 файлов. Ограничение в том, что каждый файл должен быть не более 10 мегабайт и не более 10 мегапикселей. Поэтому берем наши картинки, сразу все 4, и загружаем. Здесь еще есть настройки. Во-первых, здесь маленьким шрифтом написано «Улучшить качество картинки перед увеличением». Конечно же, мы выберем эту функцию. И здесь еще есть опции. Он уже загрузил мои файлы. Вот здесь я вижу My Files, 4 файла в очереди. Я могу открыть My Files. И вот здесь приблизительное время ожидания. Можно пока чем-то заняться. Я вам не показала настройки. Он выбрал автоматом сбалансированную настройку. Давайте я еще раз вернусь в Tools. Снова зайду сюда. Надо будет загрузить еще что-нибудь. Возьму какую-нибудь еще картинку. Здесь есть опции. По-моему, в бесплатной версии доступны только верхние 4. Мы выбираем либо сбалансированный режим, либо детализированный режим, если много шума в фотографии. Если у нас рисованная картинка, то лучше выбирать вот этот режим Cartoon Drawing. Еще есть режим Fine Tune. Ну, с этими всеми режимами нужно экспериментировать. Давайте, например, выберем Detailed Noisy. Здесь выберем улучшить изображение перед тем, как увеличивать. И снова нажмем Submit. Теперь у меня в очереди 5 картинок. Это видно вот здесь My Files, и либо здесь, если мы нажмем My Files. Вот все 5 картинок. Я пока что остановлю видео и потом продолжу. Картинки обработались. Есть еще здесь удобная функция Compare, то есть сравнить. Например, нажмем на нее, переместимся на другую страничку. И здесь вот такой ползунок. Можем сравнивать до и после. Если нужно скачать, возвращаемся снова сюда, нажимаем Download, скачиваем на компьютер. И сравним теперь качество. Во-первых, посмотрим, во сколько раз увеличила в 4 раза картинку. Это мы можем видеть по количеству пикселей. И давайте посмотрим более детально. Наша исходная картинка, увеличенная картинка. Видно, что пикселизация ушла. Ну, если картинка изначально очень плохого качества, то ожидать каких-то чудес не стоит. Смотрим следующую. Ну, здесь, я думаю, вы видите, какое хорошее качество. Пожалуй, из всех наших сегодняшних экспериментов здесь качество наилучшее. Смотрите, как красиво. Не зря этот сайт такой популярный. Смотрим наш предмет. Ну, качество, видите, какое. Довольно неплохая работа. И смотрим рисованную нашу картинку анимешную. Здесь тоже все довольно хорошо. Проверяем усы, галстук. Ну, как видите, сайт очень хороший. По-моему, из всех рассмотренных сайтов, данный сайт, несмотря на ожидания, дает нам наилучший результат. А также хочу вам напомнить, друзья, что увеличивать картинки мы можем также в сервисе Leonardo. В бесплатной версии у нас есть возможность увеличить 5 картинок в день. И недавно у меня на канале вышло видео про сервис Canva. При помощи встроенных приложений в редактор Canva можно тоже хорошо увеличивать картинки. Ну что ж, друзья, если видео было для вас полезным, то буду рада вашим лайкам и комментариям. Подписывайтесь и до новых встреч!